Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И если вы на этом канале в первый раз, то добро пожаловать в нашу дружную компанию. А если не в первый раз, то я снова рада вас видеть. В комментариях к моему прошлому видео, к одному из прошлых видео, где мы читали новости, многие из вас написали, что хотят продолжения этой рубрики. Ну что, значит, будем сегодня снова читать новости. Слава богу, новостей много, есть из чего выбрать, но я решила сегодня разобрать вот такую новость. Я уверена, что вы слышали о последних новостях экономики, а точнее я говорю про новую инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести пошлины, ввести тарифы на товары из разных-разных стран. И, наверное, может быть, вы слышали, что России нет в списке этих стран, ам, которые должны платить специальные пошлины, специальные тарифы. И я нашла достаточно смешную, забавную статью, поэтому давайте начнем читать прямо сейчас. Итак, это статья из журнала, онлайн-журнала «Финансы Mail». Mail.ru — это огромная корпорация, похожая на Яндекс. И да, они написали такую статью. Российское посольство отреагировало мемом на новые тарифы Трампа. Ну, сразу, чтобы не было интриги, вот этот мем. В Твиттере российское посольство в Кении опубликовало вот такое сообщение. Здесь, ну, видно какое-то поле боя, поле битвы, и здесь Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Китай, и Россия лежит, отдыхает, курит, не знаю, сигарету. В общем, отдыхает, наблюдает за тем, что происходит. Скажу сразу, аутентичные тексты гораздо сложнее адаптированных текстов. Но мы с вами читаем сейчас аутентичный текст, оригинальный текст на русском языке, чтобы вы могли потом лучше, увереннее читать тоже разные-разные статьи, и чтобы вы шаг за шагом улучшали свой русский язык таким аутентичным способом, методом погружения. Я буду объяснять интересные слова, грамматику, и вы удивитесь, насколько лучше вы понимаете русский язык после того, как мы прочтем вот эту всю статью. И последнее. Если вам нравится идея улучшать свой русский язык шаг за шагом, если вы хотите читать аутентичные тексты, если вы хотите понимать носителей, если вы хотите практиковать русский язык, делая разные интересные задания, то в описании для вас есть ссылка на мои спринты. Это я не буду рассказывать, посмотрите по ссылке, там вся информация. А мы начинаем читать. Итак, российское посольство отреагировало мемом на новые тарифы Трампа. Посольство. Начинаем с этого слова. Посольство — это дипломатическая организация, дипломатическая миссия в другой стране. Например, здесь российское посольство в Кении. Ну да, здесь уже даже есть перевод на английский. И посол — это человек, дипломат, представитель страны в другой стране. Итак, российское посольство отреагировало мемом. Как оно отреагировало? Чем? Мемом. Здесь нужен творительный падеж. Скажу сразу, что в этой статье очень много творительного падежа, поэтому мы будем к творительному падежу возвращаться несколько раз. Мем и окончание творительного падежа «ом». Итак, на новые тарифы Трампа. Реагировать на что-то. Здесь винительный падеж. На что еще можно реагировать? Ну, например, зубы, чувствительные зубы, если у вас болят зубы, они могут реагировать на холодное, на сладкое, на кислое. Зубы могут реагировать. Глаза могут реагировать. Можно вообще, как обычно, реагировать на все, что вы хотите. Реагировать на.
Здесь нужен винительный падеж. Кстати, интересный факт. В русском языке есть слово пошлины. Вот они, например, здесь. Слово пошлины. Взаимных пошлин, пошлина. Это как раз вот эти тарифы на импортные товары. Это пошлины. И потому что сейчас все в новостях говорят о Трампе, о его этой инициативе, и в русский язык тоже входит вот это слово тарифы. Но в русском языке у нас уже было слово тарифы. Например, вы платите за интернет. Мгм. И у компании могут быть разные тарифы. Например, самый дешевый тариф — это, не знаю, 10 гигабайт в месяц, например. Это самый дешевый тариф. Потом средний тариф, не знаю, 100 гигабайт или самый-самый дорогой безлимитный интернет. Тарифы — это разные варианты платежа. И сейчас, потому что в английском языке пошлины — это тарифы, то в новостях, в медиа, в благосфере эти пошлины Трампа называют тарифами Трампа. Так вот, в то время как страны по всему миру борются с экономическими последствиями тарифной политики президента США Дональда Трампа, Россия осталась невредимой, избежав взаимных пошлин, введенных в отношении 180 стран. Посольство России в Кении воспользовалось моментом и опубликовало дерзкий мем, подчеркивающий влияние тарифов Трампа. Как обычно, аутентичные тексты, очень длинное предложение. Но мы сейчас шаг за шагом все разберем. Итак, первая часть. Страны по всему миру, во всем мире, по всему миру борются. То есть они пытаются противостоять. О, мои часы. Простите, мне нужно выключить духовку. Всем спасибо. Котлеты в томатно-сливочном соусе готовы, а мы продолжаем. Итак, страны борются, значит, они пытаются противостоять. Они пытаются стоять против вот этой вот, этой вот политики. Да, страны борются с экономическими последствиями. Последствия — то, что было. Вот у нас есть слово «следующий». Я думаю, вы знаете, следующий. И здесь один корень. Последствия, следующий. Последствия — это то, что было следующим. Последствия — это то, что было потом, в результате. То есть с экономическими последствиями тарифной политики президента США. То есть сначала была политика, потом следствие. Россия осталась невредимой. Невредимой. Значит, у России не было вреда, никакого негативного эффекта. Вред — это негативный эффект. И посмотрите, у нас снова творительный падеж. Остаться каким? Невредимой. Россия осталась невредимой. В каких еще случаях, с какими глаголами нам нужно всегда использовать творительный падеж? Осталась. Быть. Она была врачом. Являться. Эта картина является примером эпохи Ренессанса. Казаться. Эта ситуация казалась невозможной. То есть быть, казаться, стать. Она стала известной писательницей. Притворяться. Притворяться — это значит делать вид, что ты кто-то другой. То есть вы пытаетесь произвести такое впечатление, хотя это неправда. Например, маленькая девочка притворялась очень-очень хорошей, но на самом деле она была очень даже нехорошей, плохой девочкой была. Так вот, с такими глаголами, которые показывают состояние, кем мы являемся, какое-то наше состояние. И мне нравится объяснять это тем, что творительный падеж показывает функцию, указывает на функцию. И поэтому, например, когда мы говорим «я работаю адвокатом», адвокатом — это просто ваша функция. Это не то, это не вы. Это просто ваше состояние, ваша функция. Ладно.
Россия осталась невредимой и избежав взаимных пошлин. Избежали взаимных пошлин. Ну, взаимных это ты мне, я тебе. Я тебя люблю, я тебя тоже люблю. У них взаимная любовь. Или вам могут сказать приятно познакомиться, и вы можете сказать взаимно. Мне тоже приятно познакомиться. Красивое слово, интересное. Введенное в отношении 180 стран. Да, пошлины ввели в отношении 180 стран. Посольство России в Кении воспользовалось моментом. Чем можно воспользоваться? То есть они использовали момент, и они воспользовались моментом. Это такая даже коллокация. Потому что воспользоваться моментом значит использовать шанс. Какая-то у вас появилась возможность, и вы воспользовались моментом и, например, сделали первый шаг. Да, вы воспользовались моментом. Какая-то счастливая случайность. И посольство опубликовало дерзкий мем, который подчеркивает, подчеркивающий. Вот смотрите, я подчеркнула. Я сейчас подчеркиваю слова. Подчеркивающий влияние, эффект тарифов Трампа. Да, дерзкий, но вы видите, то есть он такой провокационный. Лежит, человек отдыхает. Как пишет NDTV, я не знаю, как правильно читается, я так поняла, что это индийская телекомпания. Да, эта телекомпания пишет, что освобождение России от тарифов США вызвало значительный интерес. Россию освободили. Россия свободна. Освобождение свободна от этих тарифов. И этот факт вызвал значительный интерес. Всем стало очень интересно. Значительный значит большой, заметный, существенный. Смотрите, сколько сразу синонимов. А, Давайте я напишу что-нибудь, то я даже не пишу ничего. Значительный, заметный, большой. Боже мой, наверное, мне нужно перестать писать. Ладно, это слишком долго, знаете. Я слышала, что сейчас во многих странах дети пишут печатными буквами. Мне кажется, это так долго, мне кажется, это так неудобно. В России, я думаю, 99% людей пишут курсивом. Например, что? Ну вот, заметный. Заметный. Быстрее в 20 раз. Ладно. Освобождение России от тарифов США вызвало значительный, заметный, большой интерес. Особенно с учетом недавних угроз президента Трампа ввести дополнительные санкции в отношении российской нефти, если украинский кризис не разрешится. Повторение– мать учения. У нас уже было в отношении российской нефти, а здесь было пошлины ввели в отношении 180 стран. Видите? Одна фраза, одно выражение, но в разных контекстах. Почему этот факт вызвал такой большой интерес? Особенно с учетом, учитывая, если мы считаем, если мы помним про тот факт, если мы учитываем недавние угрозы. Президент Трамп угрожал недавно, то есть он обещал неприятности. Он говорил, что будет плохо. Трамп, говорил президенту Путину, что если ты, Владимир, не сделаешь первое, второе, третье, то моя угроза, ну не моя, его угроза будет такая. Он введет дополнительные санкции, если Владимир не сделает, что хочет Трамп. Вот это была угроза. Так, ввести дополнительные экстра санкции. Если украинский кризис не разрешится. Посмотрите на этот суффикс «ся», возвратный суффикс «ся». В этом глаголе «разрешится» мы можем
использовать этот глагол без суффикса «ся». Тогда нам нужно субъект, в этом случае это субъект, украинский кризис не разрешится, ну, или разрешится, а нам нужно сделать так, чтобы вот это стало не субъектом, а объектом. Значит, если он не разрешит украинский кризис, если вот X, если это станет объектом, а не субъектом. Белый дом привел два основных аргумента, два главных аргумента в пользу этого решения. Почему они так сделали? Почему это хорошо? Наверное, вы знаете слово «полезный». Фрукты и овощи очень полезные. Как сделать наречие? Очень полезно есть овощи и фрукты. Можно сделать существительное. В овощах и фруктах есть много пользы. Мгм. Или есть овощи и фрукты всем на пользу. Всем будет хорошо от этого. Для всех это будет полезно. Да, и Белый дом сказал, что у нас есть два аргумента. Изначально, сначала, во-первых, официальные лица, официальные лица, в том числе министр финансов Скотт Бессент и пресс-секретарь Кэролайн Левит, заявили, то есть они всем сказали официально, что Россия была исключена из-за того, что существующие санкции, введенные после начала СВО в 2022 году, уже сократили торговлю с США до незначительного уровня. Итак, давайте исключить кого-то или что-то. Вот он был, например, в кругу, в списке, а потом его исключили. Например, в футбольной команде есть сколько? 11 футболистов. И один футболист, не знаю, пришел на стадион, на игру, на матч пьяным. И его исключили из команды, ему сказали «до свидания». Так вот, Россию исключили, она была исключена, потому что, из-за того, что, потому что уже есть, уже существуют санкции, которые ввели, вот смотрите, введенные. И у нас было, где было? Да, он хотел ввести, а здесь введенные. Две разные формы. Введенные после начала СВО– это специальная военная операция, если вы не знали, в 2022 году. И уже сократили торговлю США, сделали меньше, сократить меньше количество, до незначительного уровня. Вот смотрите, значительный интерес. Давайте возьмем уже следующий цвет, желтый будет. У нас был значительный интерес, большой, заметный, а потом сократили до незначительного уровня, до какого-то незаметного уровня, это просто какие-то проценты. То есть раньше было 35 миллиардов долларов в 2021 году, и она упала до 3,5 миллиардов долларов в 2024. Как читать вот такие цифры? 3,5. В английском языке, например, говорят 3,5. В русском языке, в принципе, тоже можно сказать до 3,5, но нет, так обычно не говорят. Обычно всегда говорят с половиной. 3,5, час с половиной. Через сколько ты приедешь? Через 3,5 месяца. Сколько стоила эта машина? 2,5 миллиона. Или сколько, не знаю, яблок ты сегодня съел? Я съел 3,5 яблока. Позже администрация изменила свое объяснение. Сначала у них было такое объяснение, потом они это объяснение изменили. 6 апреля директор Национального экономического совета, совет это в принципе, совет это такой орган власти в компаниях, где все сидят и думают, что делать. Например, в компаниях есть совет директоров.
когда есть несколько директоров, и вот они встречаются и думают, что делать. Да, экономический совет Белого дома Кевин Хассет предположил, что введение тарифов, смотрите, у нас было введенное причастие, ввести глагол, инфинитив, а здесь введение, существительное. Предположил, что введение тарифов в отношении России может осложнить, сделать более сложным, сделать сложнее текущие мирные переговоры с участием России, США и Украины. Мне нравится это слово «текущее», потому что вообще это слово от слова «течь». Река течет, вот я такой художник, вот эта река течет, вода течет, да. В воде, например, тоже есть течение реки, вот эта волна, масса воды в одном направлении. И в английском языке тоже текущее событие — это current events, правильно? И мне интересно, как так получилось, что в разных языках, во многих языках есть одна такая ассоциация. Как сообщает NDTV, это же газета, другие страны, не попавшие в тарифный список Трампа, то есть те, которые не попали в тарифный список Трампа, это Канада, Мексика, крупнейшие торговые партнеры США. Крупнейший, самые крупные. Вот у нас суффикс «ейш». Как еще можно сказать? В русском языке, если мы хотим сделать самую большую степень умный, умнее, а потом самый умный. Можно еще сказать умнейший. Вот этот суффикс «ейш», он более книжный, более официальный, но это полные синонимы с формой «самый». Самый умный, самый крупный, самый красивый, веселый, красивейший, умнейший, прекраснейший и так далее. Да, крупнейшие торговые партнеры США. Куба, Белоруссия и Северная Корея также не попали под действие тарифов Трампа из-за уже существующих высоких пошлин и санкций. Что здесь может быть интересного? Ну, Белоруссия. У нас есть два названия. Сейчас, наверное, более актуально это Беларусь, потому что это само название в Беларуси. На белорусском языке название их страны — Беларусь. Но в официальных документах используют Белоруссия. И я видела, что, например, в немецком языке раньше Белоруссию называли Вайсруссия, ну как, Белая Россия, а сейчас скорее пишут Беларусь, просто в транслитерации. Мгм. Да, они не попали, вот другие страны, не попавшие, причастие, не попали, глагол, под действие тарифов Трампа из-за уже существующих высоких пошлин и санкций. Вот это слово пошлина, которое аналог английскому тарифа. Ну что, вот такая новость. Мы с вами продолжаем следить за ситуацией в мире. Не забудьте подписаться на этот канал, если вам нравится читать новости, и не только, конечно, новости. На этом канале мы говорим на разные темы. И поставьте лайк. А мы с вами встретимся совсем скоро, на следующей неделе. Если вы хотите учиться со мной, в описании для вас ссылка. Все, давайте, всем пока!